Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Нью-Йорке. Именно здесь, по традиции, уже который сезон стартует марафон показов Большой Четверки, перемещаясь далее в Лондон, затем в Милан и успешно финиширует в Париже. Да, если в мире и есть что-то по-настоящему стабильное, так это цикл модной жизни. Независимо от внешних обстоятельств, все проходит по привычному расписанию. Будь то масштабные громкие шоу, скромные презентации только для своих или хорошо отполированный лукбук. Сегодня, друзья, я думаю, самое время нам познакомиться с главными нью-йоркскими трендами осень-зима 2025-2026. Ведь там было на что посмотреть, что обсудить, чему удивиться, порадоваться или, напротив, назвать все кучей никчемного барахла. И пока я буду раскладывать по полочкам основные топовые тенденции на холодный сезон и рассуждать о модных фишках, вы можете сделать маленький перерыв и, наслаждаясь просмотром, побаловать себя чашечкой ароматного кофе или чаем с вкусняшками. А мы начинаем. И вот, номер 1 – костюм двойка, где вместо брюк юбка средней длины. Не стоит думать, мои дорогие, что это скучная классика. Такие комплекты выглядят не только женственно, но и очень стильно и даже гламурно. Чаще всего жакет с юбкой миди теперь выбирают джензеры и молодое поколение в целом. Рекомендую присмотреться к цветным или винтажным моделям. Отлично впишутся в реальный гардероб для жизни. Прекрасная версия для создания образа в деловом стиле. На показах осенне-зимних коллекций Calvin Klein и Tory Burch были представлены костюмы двойки, вдохновленные модой 80-х. Обновленные версии отличаются минималистичным подходом дизайнеров. Четкие линии, минимум деталей, умеренность в аксессуарах. А эту модную фишку мне бы хотелось назвать «укутываемся элегантно». Если, друзья, вы следите за трендами, то наверняка вспомните, как в 2024 в линейке верхней одежды активно лидировал кейп, немного сместив на второй план длинное прямое пальто. В этом холодном сезоне дизайнеры снова подтверждают, кейпы остаются с нами минимум на еще 1 год. Такие бренды, как Альтузара, Каролина Эррера, Майкл Корс, Брэндон Максвелл считают, что с кейпом получаются самые изысканные и в то же время повседневные луки. Приятным бонусом нью-йоркских показов стал тренд на максимальный уют. Нам обещают высокий спрос на трикотаж и вязаные вещи. Они мягко обнимают, буквально окружают заботой, готовы согреть домашним теплом и бережно укрыть от непогоды. Здесь обращаем внимание на длинные и широкие шарфы, в которые хочется завернуться как в одеяло. Подобными Оскар Дель Рента и Майкл Корс предложили прикрыть плечи, но при желании шарфом запросто можно перехватить в талии пальто. Взяв старт прошлой осенью, продолжает свой путь тенденция на новую стилизацию наших базовых вещей. Тот же свитер нынче можно носить, к примеру, завязав на шее, или попробовать обозначить им бедра, а то и вовсе надеть задом наперед. Интересную тему, как обыграть в образе трикотажную двойку, предложила Tory Burch. Кардиган смотрится необычно за счет разреза по линии шва на рукавах. Да вдобавок один рукав закреплен на плече брошью-булавкой. Так что запоминаем и пробуем повторить. Модная многослойность. Уж точно актуальна в холодный сезон. Сегодня одна не просто тренд, а официальное соревнование на звание главного стилиста собственного шкафа. Дизайнеры предложили, мы подхватили, а как иначе? Ведь это удобно, функционально и дает нам возможность комбинировать вещи до бесконечности. Образ получается не гладкий, отутюженный, правильный, а живой, пусть и немного небрежный, словно визуальный дневник нашего настроения. Смело сочетайте прозрачное с мехом, кожей или денимом. Комбинируйте грубую шерсть с гладким шелком, надевайте рубашку и не одну поверх свитера, блузу с рюшами под спортивную куртку, а пальто на стеганый жилет и даже шапку на капюшон. Наслаждайтесь свободой, пока другие ломают голову над вопросом, в чем же отправиться на работу, в кафе или на шопинг с подругой. Ваш наряд будет куда более универсальным. Лучшие идеи подсмотрим у Брэндон Максвелл, Прабл Гурун, Эшлин и многих других. Пушистая и мохнатая. Так почему-то мне хочется назвать тренд на меховые изделия. Да, мех снова вернулся на подиум, а значит и в наш гардероб. Дизайнеры постарались не упустить возможность и от души наполнили коллекции пушистой красотой. Мех стал главным действующим персонажем показа в Нью-Йорке. Скажу сразу, ради высокой моды ни один зверек не пострадал.
Именитые бренды дружно отдают предпочтение только искусственным материалам, либо это стриженная овчина. Так что, мои дорогие, пока не наступили зимние холода, запасаемся мохнатыми шубами оверсайз или аккуратными полушубками, меховыми жилетами и горжетками. Берем на заметку сумки и обувь из меха, а также головные уборы. Ловим примеры у Michael Kors, Kate, Альтузара, Ральф Лорен, Оскар де ла Рента. Следующая модная тенденция, думаю, понравится всем, кто устал от строгости и скучного минимализма. Бренды в который раз представили нам свой взгляд на офисную капсулу, предложив теперь ходить на работу как на праздник. И если прошлой осенью был в лидерах стиль «офисная сирена» с довольно сдержанным и в то же время соблазнительным аутфитами, то нынче бренды делают ставку на классические костюмы, украшенные пайетками, стразами и цветными кристаллами. Одежда из кожи. На подиуме она в числе фаворитов. Основной задачей дизайнеров по-прежнему остается желание показать не только отдельные элементы кожаных изделий – куртку, жакет или юбку, а еще и полностью кожаный комплект. Брутальную кожу они запросто превращают в изящные женственные наряды, сшитые словно из тонкой летящей ткани, а не из плотного материала. Помимо традиционного черного цвета, обращаем внимание на вещи в темно-зеленом, винном, красном, карамельном и шоколадном тоне. У Ральф Лорен в кожаном исполнении получился роскошный вечерний аутфит, готовый дать фору любому элегантному бархатному смокингу. Но главное, дизайнеры помнят, что осенью погода довольно капризна, а значит, без кожаного пальто или тренча нам точно не обойтись. Модная цветовая палитра. В тренде – фиолетовый. В новых коллекциях он звучит как теплое приглашение на фиалковый ликер. Цвет уверенно заявил о себе еще несколько сезонов назад и теперь опять показал свою силу и власть на подиуме в Нью-Йорке. Фиолетовый возвращается в моду, играя на грани винтажной элегантности и современной загадочности. В линейке Альтузара стал спутником романтических образов, у Michael Kors сопровождает повседневные луки, а в коллекции Ральф Лорен роскошно смотрится в бархате. Не меньшую популярность бренды обещают вкусному шоколадному тону, который уже вовсю называют новым черным. Сладкий, густой, словно растопленная в чашке плитка любимого шоколада. Темно-коричневый цвет так и влечет сказочным ароматом какао с корицей. В нем есть элегантность без лишнего блеска, благородство без пафоса, сдержанная роскошь, которая не требует громких заявлений. Глубокий шоколадный идеально впишется и в комфортную классику, и в неформальный уличный стиль. И, конечно, дизайнеры не оставили без внимания амбициозный пылающий красный. Динамичный, живой, праздничный, немного спонтанный и самоуверенный, а еще интенсивный, пленительный. Это символ нашей женской силы и стойкости. Как цветущие красные маки на обочине у дороги. Если вы не готовы облачиться в такой энергичный, активный тон с головы до ног, то поддержать в образе модный тренд можно, выбрав лишь один огненно-красный предмет одежды. Брючный костюм. Его нельзя не отметить в трендах, хотя комплект с юбкой все-таки значительно потеснил брючную версию. Но американские бренды всегда славились наличием в своем арсенале и большим выбором самых разных вариантов брючных костюмов. Такой гардероб для любой бизнес-леди носить не переносить. В подобном наряде можно хоть в офис, хоть на особое мероприятие. Стоит лишь модный аутфит дополнить романтической блузой, строгой рубашкой, водолазкой или смелым братопом. А можно остановить свой выбор на традиционном клетчатом принте или на ярких оттенках, как это сделали дизайнеры дома моды Оскар де ла Рента и Каролина Эррера. По нашему желанию выбираем расслабленный силуэт либо костюм с удлиненным приталенным верхом. Акцентные детали, или я бы сказала, вся суть в мелочах. Речь у нас с вами, друзья, пойдет об акцентных аксессуарах, которые достойны занять почетное место в обзоре главных трендов сезона. Ведь они задают настроение модному образу, определяют стиль и характер. Первым делом выделю упомянутые мною ранее броши-булавки. Такой можно не только украсить лацкан жакета, скромный серый свитер или повседневное трикотажное платье, но еще использовать в качестве эффектной застежки на талии. Минималистичные луки в коллекции Calvin Klein решено было немного разбавить небольшими сумками оригинальной формы, а на показе Coach почти каждый образ включает очки в пластиковой оправе в неоновом цвете, где у некоторых даже отсутствуют линзы.
Обязательно берем на заметку высокие перчатки, которые превратят ваш наряд в особенный. Это могут быть как более лаконичные аксессуары из замши, кожи, бархата или трикотажного полотна, так и модели с блестящим декором, например, из коллекции Ула Джонсон. Вот такая она, подиумная мода из Нью-Йорка. Яркая, динамичная, по-своему интересная, смелая. В одном выпуске сложно собрать все новинки, поэтому более подробный обзор коллекции каждого из брендов, друзья, вы сможете найти на моем канале. Всем зрителям огромнейшее спасибо за поддержку, за ваши лайки и комментарии, очень важные для меня подсказки, советы. Обязательно порадуйте себя модной обновкой для позитивного, солнечного настроения.